Пациентки. В 2012 году был диагностирован рак молочной железы T2-NXM0 без метастаз. В 2012-2013 годах проведено комплексное лечение. Гормонотерапия второй линии с сентября 2014 до января 2018. В сентябре 2020 года прогрессирование метастическое. Поражение легких медиастинальных Л.У. простернальных Л.У. Декабрь 2020 МТС в позвоночнике. Начиная с сентября 2020 по настоящее время фулвестрант плюс пулбацеклип плюс диносумаб. Прошу расшифровать последнее КТ за 15 июня 2022 года и сравнить его с предыдущим от 8 сентября 2021 года. Нужно понять, есть ли стабилизация или есть значительные ухудшения, чтобы понять эффективность лечения и определить дальнейшую тактику лечения. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1955 года рождения. Дата исследования – 15 июня 2022 года в динамике С от КТ 8 сентября 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. Сохраняются ранее выявленные секундарные очаги, появились многочисленные мелкие новые очаги. Справа ВС3 контрольный очаг размером 7/6, ранее 6 на 5 мм. ВС5 очаг до 22 на 7 мм, ранее 8 на 6 мм, ранее 6 мм, сохраняются очаги до 6 мм. ВС8 немногочисленные паркостальные очаги до 4-5 мм, ранее 3-4 мм, в передних отделах С8 сохраняется очаг до 6 мм и киста до 9 мм. В С10 по медиастинальной плевре сохраняются многочисленные очаги до 17/10, ранее до 8 на 7 мм. В нижней половине косой плевры сохраняются множественные очаги диаметром до 8 на 6 мм, ранее до 6 мм. Слева в С4, С10 сохраняются многочисленные очаги диаметром до 7 мм, ранее до 5-6 мм, с преимущественно паракостальным расположением, также вдоль косой плевры. Слева в первом межреберье у переднего конца ребер сохраняется мягкотканное образование 33 на 28 на 15 мм, ранее 31 на 27 на 17 мм, с признаками вовлечения в процесс первого. Второго ребра грудины, признаки деструкции грудины на протяжении 31 мм, ранее 25 мм, активным поглощением контраста преимущественно по периферии образования. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы увеличены немногочисленные паратрахеальные лимфоузлы 17 на 10 мм, ранее до 19 на 9 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина секундарного поражения легких, скелета грудной клетки, крестца, лимфоаденопатии средостения. По сравнению КТ от 8 сентября 2021 года, минимально выраженная отрицательная динамика, рост количества и размеров очагов в легких, зоны деструкции в грудине. 17 июня 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, на мой взгляд, есть минимально выраженная отрицательная динамика. Несколько увеличились размеры очагов в легких, чуть увеличилась зона деструкции в грудине, но какого-то принципиального ухудшения ситуации нет.